Привет, друзья! Я думаю, многие из вас замечали, как некоторые спортсмены перематывают пальцы белым пластырем. Обычно они так делают непосредственно перед каким-либо соревнованием. Так почему же они перематывают пальцы? Давайте рассмотрим данный вопрос на примере борцов джиу-джитсу. Любой спорт в определенной степени травмоопасен. Получить растяжение или перелом может каждый, особенно тот, кто нарушает технику выполнения захватов, бросков и других приемов и упражнений. На занятиях в секции бразильского джиу-джитсу иногда на соревнованиях спортсмены часто травмируют пальцы. Чтобы этого не произошло, следует их пальцы особым образом бинтовать. Обычно обматывают кисти и пальцы специальными бинтами те, кто занимается видами спорта с ударной техникой – бокс, муай-тай. Но борцам этот способ также помогает избежать травматизма, при условии, что все было сделано правильно. Борцам, которые занимаются в клубе бразильского джиу-джитсу, жесткая фиксация помогает избежать травм суставов и сухожилий, снижает риск получить растяжение. Кроме того, увеличивается сила захвата. Хотя некоторые теоретики полагают, что в этом случае помогает в большей степени вера в борца в то, что забинтованные пальцы сильнее. Профессиональные борцы бинтуют пальцы перед каждой тренировкой и соревнованиями. Замечу, что таким методом пользуются и дзюдоисты. Не использовать эту защитную экипировку можно в том случае, если тренировки не слишком интенсивны и вы не боитесь повредить суставы. Однако подобные меры предосторожности никогда не будут лишними. Итак, каждому, кто записался на бразильское джиу-джитсу, следует заботиться о своем здоровье и делать все возможное для снижения травматизма. Один из методов – это забинтовать пальцы. Также очень часто перематывают пальцы и волейболисты. Они обматывают пальцы обычным тканевым пластырем, который можно купить в аптеке. Советуют покупать пластырь потолще, сантиметра 2 вполне хватит. Причина обмотки проста – защита кожного и ногтевого покрова пальцев. При сильном ударе кожный покров может повредиться, будет трещина, через которую может пойти кровь. Если не защищать пальцы рук, то можно заработать заражение или воспаление. В любом случае это неприятно, а иногда очень болезненно. А вот такие вот дела, друзья. А на этом все. Пока.